Всем доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Будь к себе, меня зовут Анна. И сегодня опять-таки мы без темы, но тему мы сейчас посмотрим на рунах. Формат вам зашел, я очень рада. Я люблю разные техники использовать, у меня их очень много в арсенале, разных инструментов. И давайте посмотрим, что же нам сегодня нужно будет осветить. Смотрите, очень много женских тем, но в принципе принцип того, как это действует, он для мужчин тоже подойдет, поэтому если вы готовы, если вы мужчины и готовы переворачивать, да, можете тоже смотреть. Тема здесь такая, о том, что человек, он же женщина в данном случае, потому что выпадает женская энергия, когда не доверяет другим людям, мужчинам, да, ну, если мы берем межличностные отношения мужчины и женщины, потому что чаще всего именно эти отношения, да, они вызывают какие-то вопросы, задачи и все остальное. Очень много энергии уходит на это недоверие, на блоки, на какие-то вот эту, знаете, бетономешалку в голове. То есть почему вы можете ощущать нехватку сил? Да, вот потому что есть недоверие, есть блоки, которые мешают людям доверять. Опять-таки про доверие было видео недавно. Я оставлю ссылочку. Посмотрите, там прям до корня, да, мы с вами рассматриваем. Здесь просто не буду об этом говорить. Соответственно, может и здоровье проседать, да, потому что взаимодействие несет негатив, да, при том, что оно не всегда, так скажем, по фактам несет негатив, да, потому что очень многое зависит еще от нашего восприятия того, что происходит, потому что, например, одна женщина на это обидится, да, на какие-то слова, а вторая даже ухом не поведет, пропустит мимо, да, и, соответственно, вот это наше восприятие, оно забирает очень много энергии, а порой и здоровья, потому что вот этот извечно неспокойный ум, который вечно о чем-то заботится, стрессует. Ну, стресс это уже получается как следствие, да, то, что постоянно вот эта бетономешалка, мысли, а он что, а если бы вот так, мужчины тоже этим грешат, бывает, у них чаще всего просто эти мысли про работу. А вот если бы я так сказала, вот здесь сказала, если бы вот это сделал, а вот если бы то сделал, вот это все очень сильно съедает энергию. Вот это такое взаимодействие с миром, с людьми, оно съедает очень много энергии. Сейчас надо что-то еще вытянуть. Соответственно, поэтому у вас ее и нет. Логично, я понимаю, логично. Кто-то даже напишет: ой, я это знала, или ни о чем, но кому-то нужно понять эту схему. Поэтому, возможно, для кого-то я и повторила это 2 раза. Обратите на это внимание, да, потому что чем больше мы думаем, чем больше мы проворачиваем вот этих «а если бы да кабы», особенно если вы человек творческий, и у вас прям целые там миры и сценарии внутри в голове, а чаще всего они негативные, то у вас это съедает вашу энергию, не остается ни на что позитивное. Потому что позитив, как показывает опыт, да, он требует больше энергии, чем негатив. Вот так.
Соответственно, почему нет в жизни позитива? Потому что есть в жизни очень много негатива. Логично. Да, я истину не открыла, но кто-то задумался, и я очень этому рада, что кто-то задумался и хочет это поменять. Соответственно, это и нужно поменять. Нужно поменять с помощью каких-то знаний. Знания здесь это не обязательно курсы, хотя кто-то пойдет на курсы. И знания это и то, что я вам сейчас рассказываю, да, это то, что ваш мозг, да, заставляет, то, что вас заставляет думать, переосмысливать, получать какие-то свои осознания, инсайты и все остальное. Соответственно, мы это все переделываем, энергии становится больше, но это ваш выбор. Вы должны сами решить, что вы так жить больше не хотите, что вы хотите получать информацию, что вы хотите что-то менять. Здесь вам, кстати, поможет мое видео на тему «Хочу поменять, не знаю как». Я еще просто не знаю, как оно будет называться, только что его записала. Соответственно, что у нас меняется, когда вы принимаете такие решения, что-то менять в своей жизни? Ну, вообще шикарно. Что у нас меняется? У нас появляется новое взаимодействие с людьми, более позитивное, более продуктивное. Возможно, у кого-то даже поменяется окружение. Люди начинают меняться, да, и, соответственно, что у нас отсекается? Сейчас посмотрим. Так, это вот так. У нас отсекаются какие-то люди, которые давят, которые, скажем так, эгоисты, которые не заботятся о других людях. Это все у нас уходит. Так, и что за движуха у нас? Проработки начинаются. Отлично. А в чем? У вас выстраивается новый личный стержень, ваша новая личность прорабатывается. И возникает вопрос, а что так можно было? А что вот так бывает на самом деле? Бывает. Так, здесь у нас о чем? А это был не ансус, это было феху. Но здесь то же самое. Здесь просто мысли поменять. Мысли надо поменять. Ну, соответственно, мысли как меняются? Новыми знаниями, новым опытом. Так что я вам, в принципе, все правильно сочетала. И здесь у вас как раз-таки, ну, о том уже можно сказать, что у вас появляется новое взаимодействие с людьми. Может поменяться окружение. Уходят всякие негативщики. Получается движуха к вашему новому я, да. И, соответственно, вы получаете новый опыт, более основательный, более позитивный, становитесь более спокойными, более уверенными в себе и можете начать проявляться, какое-то свое мнение высказывать, что-то другим рассказывать, да, у кого особенно какой-то творческий есть талант, там, писать что-то. Новый сценарий. Ну, все отлично, больше там не осталось. Всего несколько рун. Я думаю, мы на этом закончим. Я вас поздравляю. Выходим в новый сценарий. Но, опять-таки, мы вот это прорабатываем, да. Убираем, если нужно, негативщиков из своего окружения, потому что все, что вокруг нас, оно нас тоже определяет. В каком плане? Что если вокруг нас все люди думают, что на красный свет нужно ехать, значит, мы тоже так будем думать. Нас в этом убедят. Человек обычно он стадное животное, да, как бы это ни звучало, никого не хочу обидеть, но как думает большинство,
чаще всего так вы начинаете тоже думать. Нужно очень много энергии, чтобы в данном случае оставаться при своем мнении. А этому тоже нужно учиться. Да, анализировать, смотреть вообще, что как происходит, что как работает, и отделять зерна от плевел. По-моему, правильно сказала. Ну, если неправильно, в комментариях меня поправьте, как там правильно. И именно тогда начнутся изменения. Начинаем с себя, да? Перестаем осуждать каких-то людей, перестаем сами говорить плохо. Прежде всего о себе, понимаете? Почему чаще всего люди говорят плохо о других людях? Потому что они и о себе плохо думают. Ну, то есть мы не можем выдать из себя того, чего мы как бы в нас нет, да? Мы говорим плохо о других людях, потому что мы где-то себя также ощущаем. Но нам, но психике проще, чтобы не было так больно, проще сказать это про другого, чем применить, чем признаться, что вообще-то я тоже как бы, ну, не очень. Опять-таки, вот это не очень, это тоже такая оценка, она, как сказать, один и тот же человек, точнее, два одинаковых человека, ну, идеальную такую сделаем, да, ситуацию, что вот есть один человек, есть второй. У них одинаковые способности, все параметры одинаковые, так скажем. Но один о себе думает плохо, а другой о себе думает хорошо. И они будут жить совершенно по-разному. Понимаете, в чем дело? И здесь такая же штука. Начинаем благодарить себя, благодарить других, искать в других что-то хорошее. Всегда в каждом человеке есть что-то хорошее. Не всегда он, конечно, это показывает, но как бы какие-то люди вам не подходят просто. Ну, не надо искать с ними каких-то взаимодействий. Если вам человек просто не подходит, найдите того, который вам подходит. И это не только про партнера, но про друзей, ну, родственников, как бы, да, не выбираем. Ну, тут уж как бы, извините, все равно кто-то дистанцируется от негативных родственников. И это, в принципе, я считаю, тоже это не всегда плохо, потому что нужно сначала вытащить себя, да, если вы себя не можете вытащить, вы погрязли в болоте негатива, то не прилетит добрый дядя в вертолете и не вытащит вас. Здесь даже я не могу вас вытащить, да, я могу вам дать только информацию на подумать, чтобы ваше мышление изменилось, чтобы вы сами себе помогли. Здесь, на этой планете, здесь каждый проходит сам свои уроки. И когда кто-то кого-то тащит, это тоже, знаете, то еще причинение добра, спасательство, тоже очень интересная тема. И в России это поощрялось всегда, вот это спасательство, да, но это не всегда хорошо, к сожалению, для обоих сторон. И обе стороны потом, скорее всего, не удовлетворены. Но давайте не будем об этом. Что ж, я буду благодарна вашим комментариям, лайкам, как всегда, подпискам. Меня это мотивирует. И, соответственно, почитать вашу обратную связь, в том числе какие-то вопросы, возможно, у вас остались. Задавайте, будут новые видео. И мы будем развиваться на пути к себе. Всем пока-пока.